Всем привет! Вы на канале Нитка KZ. Меня зовут Жанара, и это видео мастер-класс по вязанию круглой сумочки. Диаметр сумки 24 сантиметра. На этом видео мастер-классе мы с вами свяжем сумочку, также пришьем подкладку, установим фурнитуру и цепочку. Этот урок подходит для начинающих, потому что в нем нет сложных элементов. Мы будем вязать узор по кругу. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые видео. Я желаю вам приятного вязания. Материалы. Пряжа рафия, фирма Испи, цвет крафт. Чуть больше половины мотка, около 150 метров, и крючок 3 мм. Из фурнитуры нам понадобится магнитная кнопка диаметром 18 мм, одна штука. У меня цвет черный никель. Два колечка, внутренний диаметр 20 мм. И цепочка с карабинами, длина цепочки 120 сантиметров. Перед началом вязания я отпарила пряжу и замотала ее обратно на тубу. Делаем колечко амигуруми. Набираем цепочку 3 воздушные петли. Далее в кольцо вяжем крючком 15 столбиков с накидом. Если посчитать вместе с первоначальной цепочкой, то должно получиться 16 петель. Теперь затягиваем кончик нити, и кольцо замыкается. Закрываем первый ряд, вводим крючок в третью цепочку, делаем соединительный столбик. Набираем цепочку 5 воздушных петель. Вяжем крючком второй ряд. Вводим крючок в эту же первую петлю, делаем столбик с накидом. В следующую петлю 1 столбик с накидом. И еще одна петля, 1 столбик с накидом. Далее 2 воздушные петли и в эту же петлю 1 столбик с накидом. Следующие 2 петли по одному столбику с накидом. Опять 2 воздушные петли, в эту же петлю 1 столбик с накидом. Следующие 2 петли по одному столбику с накидом. И точно так же мы продолжаем с вами вязать крючком до конца ряда. Всего у нас должно получиться 8 арок из цепочки воздушных петель.
В конце ряда у нас последняя петля из 3 уже связана. Мы вяжем крючком 2 столбика с накидом и затем закрываем ряд. Вводим крючок в арку, делаем соединительный столбик и 3 воздушные петли. Так, давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. У нас получается 8 арок. Вяжем крючком третий ряд. Вводим крючок в первую арку, делаем столбик с накидом. Затем 2 воздушные петли и в эту же арку еще 2 столбика с накидом. Теперь вводим крючок после второго столбика из предыдущего ряда. Вяжем крючком столбик с накидом. Теперь вводим крючок между первым и вторым столбиком и делаем столбик с накидом. Таким образом у нас получается 2 столбика с накидом крест-накрест. В следующую арку 2 столбика с накидом. Затем 2 воздушные петли. И в эту же арку еще 2 столбика с накидом. Далее 2 столбика с накидом крест-накрест. В следующую арку опять 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли и еще 2 столбика с накидом. И таким образом мы с вами продолжаем до конца ряда. Заканчиваем третий ряд. Здесь нам осталось сделать последний раз 2 столбика с накидом крест-накрест. И соединяем ряд. Вводим крючок в третью цепочку, делаем соединительный столбик, а затем вводим крючок в арку, еще один соединительный столбик и 3 воздушные петли. Далее четвертый ряд. В первую арку 2 столбика с накидом. Затем 2 воздушные петли. И еще 3 столбика с накидом в эту же арку. Затем 2 столбика с накидом крест-накрест поверх крестика в предыдущем ряду. Переходим к следующей арке, делаем 3 столбика с накидом. Затем 2 воздушные петли и еще 3 столбика с накидом. И затем 2 столбика с накидом крест-накрест поверх такого же узора из предыдущего ряда. И продолжаем до конца ряда. Заканчиваем четвертый ряд. Вводим крючок в третью цепочку, соединительный столбик, затем в следующую петлю еще один соединительный столбик и еще один. То есть мы проходим по верху петель за полупетли соединительными столбиками. Затем в арку делаем соединительный столбик,
или столбик без накида и 3 воздушные петли. Далее вяжем крючком 5 ряд. В арку вяжем крючком 3 столбика с накидом. Затем 2 воздушные петли. И затем в эту же арку 4 столбика с накидом. То есть в этом ряду у нас точно такой же узор, но количество столбиков в арке увеличивается до 4. Далее 2 столбика с накидом крест-накрест поверх такого же узора из предыдущего ряда. И в следующую арку 4 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 4 столбика с накидом. Далее мы продолжаем вязать крючком такой же узор до конца ряда. Заканчиваем вязание 5 ряда. Вводим крючок в 3-ю цепочку и вяжем крючком соединительными столбиками, доходим до арки. Затем в арку еще один соединительный столбик, 3 воздушные петли. Вяжем крючком 6 ряд. В арку делаем 4 столбика с накидом. Затем 2 воздушные петли. И опять в эту же арку 5 столбиков с накидом. Далее 2 столбика с накидом крест-накрест. Итак, в этом ряду мы делаем в арку по 5 столбиков с накидом в каждом элементе. И так мы продолжаем до конца ряда. Заканчиваем вязание 6 ряда. Закрываем этот ряд, делаем 1 соединительный столбик в 3-ю цепочку и затем сразу 3 воздушные петли. Последний 7 ряд. Начиная со следующей петли вяжем крючком столбики с накидом. Итого 4 столбика с накидом до первой арки. Далее в арку вяжем крючком 5 столбиков с накидом. Переходим на вторую сторону уголка. Здесь у нас 5 петель. Мы вяжем крючком 5 столбиков с накидом. Над столбиками крест-накрест делаем просто 2 столбика с накидом.
И переходим на следующий элемент. Здесь у нас тоже 5 столбиков с накидом. В арку 5 столбиков с накидом. И так продолжаем до конца ряда. Заканчиваем 7-й ряд. Отрезаем нитку и закрываем последнюю петлю. Я использую пластиковую иглу, также можно просто закрывать нитку крючком. Вводим крючок под вершину первой петли, заводим нитку под нее и возвращаем нитку в середину последней петли. Затем кончик нити прячем внутри петель. Это у нас одна половина сумки, и нам нужно отпарить ее утюгом. Вот так выглядит половинка сумки после отпаривания. Она становится ровной и хорошо держит форму. Далее нам нужно связать крючком вторую точно такую же половинку сумки. Теперь мы прикладываем две половинки сумки лицевой стороной наружу, спинками друг к другу. И соединяем уголки. Находим среднюю из 5 петель на уголке и соединяем их на двух половинках сумки. Также пропускаем сверху один элемент и в следующий уголок делаем тоже соединение на среднюю из 5 петель. Теперь нам нужно обвязать сумку вокруг от маркера до маркера. Мы берем новую рабочую нить. Оставляем короткий кончик и вяжем крючком соединительными столбиками. Вводим крючок через петли на одной и на второй половине сумки и делаем соединительный столбик. Итак, продолжаем до конца ряда. Мы закончили, соединили две половинки сумки, у нас осталась открытая горловина сумки. Теперь мы продолжаем обвязку верха сумки только по одной стороне. Точно так же соединительными столбиками.
На уголке мы просто продолжаем двигаться по петлям и делаем соединительные столбики. Далее мы переходим на вторую сторону, и здесь мы тоже делаем обвязку крючком, только по одной половинке сумки. И мы закончили этот ряд. Отрезаем кончик нити и закрываем последнюю петлю. Далее мы вяжем крючком основу для магнитной кнопки. Делаем колечко, затем одну воздушную петлю и вяжем крючком в кольцо 6 столбиков без накида. Затягиваем колечко, закрываем его, вводим крючок под верхушку первой петли, делаем соединительный стежок, воздушную петлю и вяжем крючком еще один ряд. Опять вводим крючок в эту же петлю и делаем 2 столбика без накида. Следующую петлю тоже 2 столбика без накида. И так продолжаем вязать крючком до конца ряда. Всего 12 петель. В конце отрезаем кончик нити и закрываем последнюю петлю. Прячем кончики нити внутри петель. Точно так же вяжем второй кружочек. Теперь открываем магнитную кнопку, продеваем усики через вязаный кружок. На обратной стороне устанавливаем заднюю панельку и зажимаем усики. И вот такая кнопочка у нас получается. Точно так же делаем вторую часть кнопки. Теперь берем нашу сумку, прикладываем магнитную кнопку наверху, на выступающий уголок. Пришиваем магнитную кнопку вручную с помощью прозрачной мононити.
Мы пришили одну половинку кнопки. С противоположной стороны пришиваем вторую часть кнопки. Мы пришили обе половинки магнитной кнопки, и теперь у нас есть застежка у сумки. Далее мы шьем подкладку. Измеряем нашу сумку, подкладка будет в форме квадрата, получается одна сторона квадрата 19 сантиметров. Я вырезала 2 квадратика по 21 сантиметру с учетом 2 сантиметров на припуске. Далее мы прошиваем слева, внизу и справа. Затем отгибаем вверх и по кругу прошиваем горловину сумки. Готова наша подкладка. И теперь нам нужно положить ее внутрь сумки. С помощью булавочек подкалываем подкладку к сумке и пришиваем вручную прозрачной мононитью. Итак, мы продолжаем шить по кругу до конца. И вот наша сумка полностью готова. Нам осталось только поставить колечки и прикрепить цепочку. Прикрепляем колечки по бокам сумки через петли. Берем цепочку и цепляем карабины цепочки на кольца. Вот такая сумка у нас получается. Диаметром сумка получается 24 сантиметра. Для наглядности я решила положить в сумку немного наполнитель, просто бумагу, и показать вам, как она будет выглядеть в наполненном виде. Мне эта сумка немножко напоминает морскую звезду или ракушку. Я надеюсь, вам понравился этот видео мастер-класс. Делитесь вашими работами в инстаграме, отмечайте мой аккаунт.
Нитка KZ. А я желаю вам приятного вязания крючком и до новых встреч!